Так, друзья, всем доброго дня. Произошла у меня тут на днях беда. Племянник попросил косилку. Я ему все заправил, залил. Когда он пришел за ней показать, как заводится она, у меня произошло горе. То есть стал заводить, стартер крутится, все нормально, вытягивается, также точно уходит назад, но не входит в зацепление. Пришлось отложить, так как уже было вечером. Сегодня вот разобрал я ее. Думал, что у меня что-то с храповым механизмом произошло. Разобрал, посмотрел, нет. Значит, здесь все целое. Переживал, что придется стартер сам разбирать. Здесь все целое. Беда была вот в этом вот. Я так понимаю, вот этот замочек. То есть он зацепляет, цепляет храповичок и крутит. Когда его отпускаешь, он отходит назад вот так вот и отпускает, пропускает возвратный механизм. Ну вот он все работает, а он просто вот в этом положении почему-то залип. Почему? Потому что вот здесь вот эта вот крыльчатка, вот это вот место было забито пылью, пухом, пылью, таким вот всякой фигней. Можно было, наверное, просто постучать по корпусу, он, может быть, и отошел. Потому что он не сильно, я только чуть тронул, он раз и отскочил. Сейчас вот я все это разобрал, почистил, сколько было это можно. Воздуха сжатого у меня нету. Конечно, в идеале было бы наверняка поменять пружинку, потому что слабенькая пружинка. Ну, так я что-то не знаю, не нашел я в нашей ютубовской литературе, как снимать вот эти вот штучки. То ли они запрессованы сюда, то ли что. То есть, если 100% быть уверенным, то есть покупать нужно полностью вот этот. Это я понимаю так и якорь, потому что вот магниты есть на магнито. Короче, заморачиваться не стал я. Сейчас вот это вот помажу здесь. Еще раз. Плохо, что воздуха нету, конечно, продуть бы надо. Вообще плохо отходит. Ну вот помажу вот здесь. Старый такое масло у меня трансмиссионное ТМ518. С 2000 года. Ух, гром гремит сейчас. Дождь опять будет. У нас погода стоит экстремальная. То жара за 30, то резко сменяется холодами. Ну, в общем, вот. То есть можно, наверное, вот и у кого есть такие, если вот так вот, значит, стартер просто так туда-сюда ходит, значит, можно, наверное, просто постучать корпусом. Как-то вот здесь вот, где вот он находится, вот здесь просто поударять вот так чем-то, он может и отойдет. В общем, вся беда вот в этой вот штучке. Сейчас вот я его промажу и буду собирать. Для тех, у кого имеется вот такая вот техника Спарта 25 Алеомакс. Алеомак. То есть тут у всех нормальных китайских сзади, вот отсюда у нас в серединке получается. Вот, ну, в общем, сборку я не буду показывать. Достаточно есть там несколько в ютубе, как собирать и разбирать, поэтому я как бы не стал заморачиваться лишним этим. Так, вот сейчас соберу ее и все, и попробую, как оно у меня будет работать. Все, всем спасибо, до свидания.